Всем привет! Меня зовут Дима. Сегодня расскажу, как настроить SMS-рассылку клиентам, которые проявили интерес к вашему рекламному объявлению на Facebook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, каждому пользователю отправлять SMS-сообщение о том, что в ближайшее время вы с ним обязательно свяжетесь. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам для того, чтобы предоставить доступ к рекламным страницам. В этом окне вы видите список ваших рекламных страниц. Я рекомендую отметить все страницы галочкой для того, чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Если после подключения у вас появится доступ к новой рекламной странице, вам необходимо будет повторить подключение в Facebook и предоставить доступ к этой странице на этом этапе. На этом шаге вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать данные о новых лидах. Если вы хотите получать данные сразу по всем рекламным формам, оставляем «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать данные по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе реальных данных нет и отображается просто пример, вам необходимо проверить, есть ли у вас полный админ доступ к выбранной рекламной странице, а также проверить, запущена ли у вас рекламная кампания и приходили ли по ней уже новые лиды. Если нет, вы можете сгенерировать новый лид через личный кабинет Facebook. После того, как вы это сделаете, нажмите «Загрузить тестовые данные из Facebook». Когда он появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Turbo SMS. Далее необходимо указать действие «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Turbo SMS к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать API логин и API пароль. Чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет Turbo SMS. Далее нам необходимо перейти к настройкам API. На этом этапе вам необходимо включить галочку SOAP, скопировать логин авторизации на сервере и вставить его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Далее вам необходимо указать API пароль. Для этого возвращаемся в личный кабинет Turbo SMS. Вы можете указать пароль, который используете для входа в личный кабинет Turbo SMS, но я рекомендую снять эту галочку и придумать свой пароль для сторонних приложений. Далее необходимо повторить этот пароль. После этого вам необходимо сохранить настройки. Для этого нужно указать текущий пароль для входа в Turbo SMS. После того, как данные успешно сохранены, возвращаемся в сервис Apex Drive и указываем API пароль, который мы только что придумали. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимы для отправки SMS-сообщения. В эти поля вы можете назначить переменный из Facebook. В данном случае в поле «Номер телефона» нам необходимо назначить переменную из Facebook, в которой содержится номер телефона пользователя. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка.
Теперь необходимо указать альфа-имя отправителя, которое должно быть предварительно зарегистрировано в Turbo SMS. Если у вас еще нет зарегистрированного альфа-имени, вы можете использовать одно из стандартных. Ваше альфа-имя необходимо прописать в этом поле вручную. Далее вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться каждому пользователю Facebook, который проявил интерес к вашему рекламному объявлению. Вы можете прописать данные вручную, а также комбинировать их с переменными из Facebook. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Turbo SMS для SMS-рассылок. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Turbo SMS». После успешной отправки переходим в личный кабинет Turbo SMS и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Turbo SMS успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!